Всем привет, друзья! Я сегодня снова в необычном антураже. Вот. Это всего лишь найденный ролик, так что не беспокойтесь, скоро белая стена вернется. Сегодня вот так. У нас обзор на Асоку, есть что обсудить. Погнали! Асока — это мини-сериал во вселенной Звездных войн, созданный и написанный Дэйвом Филони для стримингового сервиса Disney+. События происходят одновременно с другим сериалом «Мандалорцем», после событий фильма «Звездные войны. Эпизод 6». Съемки проекта начались в мае 2022 года, а производство завершилось в октябре того же года. Члены актерского состава были объявлены в апреле 2023 года. Особенно были выделены присутствие Ларса Миккельсена, вернувшегося к роли Гранд-Адмирал Трауна, озвученного им в «Повстанцах». Всего в сериале 8 эпизодов, а сюжет рассказывает о том, как Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, джедай и бывший подаван Энакина Скайуокера, охотится за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера после падения Империи. В Асоке мы встречаем весь каст мультсериала «Повстанцы». Все они, хоть и не без изменений, но добрались до сериала, утеряв при этом немалую часть своей былой харизмы и очарования. Даже, казалось бы, главная героиня в лице Асоки здесь является просто блеклой копией самой себя. Стоит отметить и огромное количество фан-сервиса, которое не удивляет, а скорее разочаровывает. Так, вместо грамотного развития создатели предлагают нам стагнирование персонажей и паразитирование на популярных героях. Большим минусом здешней истории стало повсеместное растягивание хронометража и отсутствие понимания о том, что делать с этими персонажами. Плюс ко всему, драма во многом полагается на факт того, что мы не знаем, жив ли Траун и Эзра или нет, и получится ли у главных героев найти их. Однако маркетинг сериала уже давно спалил, что да, получится, и да, Траун жив. Так и как за них переживать? Это сработало бы только в случае, если бы попытки добраться к ним не занимали добрую половину сериала, неспешно продвигая персонажей, за которыми не очень-то и интересно следить. Здесь нельзя не затронуть и целую свору местных антагонистов. Сестры Ночи, падшие джедаи и даже сам адмирал Траун, известный своим острым умом и невероятно интересной предысторией. Сериал, увы, не успевает раскрыть ни одного из них, оставляя сестер и ситхов на будущие продолжения. А из Трауна дело идиота, который говорит одно, а поступает по-другому. Именно Траун для меня оказался одним из основных минусов этой истории. Это больше не тот умный антагонист, который продумывает все на 10 шагов вперед, а какой-то засидевшийся в далекой галактике скуф, который не способен ни обнаружить предателей, ни остановить джедаев. Создатели решили, что взять актера дубляжа Трауна достаточно для того, чтобы он стал классным злодеем. Но, увы, это далеко не так. Визуально сериал выглядит хорошо. Чего не сказать о боях на световых мечах, которые вроде визуально и неплохие, однако, когда дело касается постановки и хореографии, все скатывается в какой-то цирк. Это далеко не уровень приквелов, а просто базовые, медленные помахивания тяжеленной палкой. Дуэли здесь слабые, невыразительные, что подчеркивается не особо качественным гримом и странноватой операторской работой. Космические сражения здесь были, как обычно, неплохие, однако графическая составляющая не только в боях, но и во всем сериале вызывала ряд вопросов. Чего не сказать о музыке, она здесь хороша. Особенно понравилась мелодия титров проекта, однако местный саундтрек не спасает сериал от уныния. Из-за размазанных, растянутых событий смотреть все это становится просто скучно. Первый сезон оказался, по сути, большой прелюдией к следующему сезону. Сейчас непонятно, как именно продолжится история Асоки, однако рейтинги финальной серии говорят сами за себя. Эта история не вызвала теплого отклика в сердцах зрителей. А по итогу сериал оказался скучным и необоснованно затянутым. История здесь кажется вымученной, а единственное, чем пытаются тебя увлечь, это фан-сервис. Тут и там появляются любимые многими герои, которые оказываются просто декорацией для блеклой истории. Сериал довольно скучный и предсказуемый, а все ожидания пошли на смарку. Финальная оценка 5 из 10. Что еще можно сказать? Сериал в целом не оправдал ожиданий.
Вроде как это какая-то уже тенденция для сериалов по Звездным войнам, за исключением Андора. Ну, Андор у нас всегда как бы выше остальных, как-то получается, стоит. Вот, ну, например, Оби-Ван. Это был плохой сериал. Так же, как и третий сезон Мандалорца. И так же, как сезон Книга Боба Фетта, да, выходила. И все эти 3 сериала были, ну, откровенно плохими. Ну, или как минимум средними. Вот. И, естественно, от Асоки все-таки хотелось ожидать, и ожидалось, что это будет, ну, вот глоток свежего воздуха. Может быть, не Андор, но просто качественно. Потому что Асоку многие любят. Потому что это хороший персонаж, классный персонаж. И всем вроде Розарио Доусон понравилась в роли Асоки. Но что-то в этом сериале вообще вот... Она не играет ничего. Это не та же шпилька из «Войны клонов». Вам просто вот так вот ходит, типа вот так канонично. И такая типа... Я тебя не буду учить, я тебя буду учить. Где Траун? Давай отправимся. Давай поразгадываем загадки. И все. Ну, в общем, вообще интерес к этому персонажу в сериале абсолютно нулевой. Он просто ходит где-то как будто на фоне. Хотя в названии стоит имя этого персонажа. Асока. Асока Тано. Да, ну и развивая тему из обзоров, конечно, сериал не должен называться Асока. Уж не знаю, какое название ему больше подошло, но это сериал про всех повстанцев, а не только про Асоку. Потому что в этой истории и сама Асока зачастую выполняет функцию просто ширмы, находящейся где-то на заднем плане. И злодеи здесь вообще супер невыразительные. Ну, как это вообще можно было? Вот генерал Скуф, генерал Траун также известный как генерал Траун, генерал Скуф, он у нас теперь не супер гениальный чел, который все продумывает, все знает. Он у нас теперь парниша, который кое-как выполняет поставленную цель. Вот он, ему там надо затупить, некоторые возможности просрать, не продумать, ошибиться, упустить предателей, не подготовиться к тому, что его предадут. Хотя это вообще не в стиле Трауна. Настоящий Траун бы спокойно он бы просчитал все это. Он бы спокойно просчитал и то, что его могут предать вот эти вот падшие джедаи, и то, что там как-то Асока может что-то сделать, хорошо, Эзра может что-то сделать, но нет, он да ладно, ничего не будет, я чуть-чуть вот пошлю людей, и все, но я не буду тратить ресурсы. Но потом он такой, ну, я все-таки потрачу ресурсы. Просто уйти. Вот все силы потратить на то, чтобы быстрее улететь. И все. И вот... И пусть они там остаются. Вот пусть. Но нет. Он будет у нас тупить, тормозить. Понятно, это правила драматургии и все такое, но это абсолютно небрежно перенесенный из первоисточника персонаж. Вот. Гранд Адмирал Траун для меня здесь ну просто нулевый. Просто ну говно, если честно, персонаж. Вот. Кто у нас еще? Сестры Ночи. Ну, Сестры Ночи. Сестры Ночи здесь это вообще просто ширма. Ну, просто они что-то есть, что-то благодаря ним есть штурмовики зомби, и все. Падшие джедаи — это Бейлон и вторую девушку, я не помню, как зовут. Они просто тоже ходят, у них какая-то своя философия. Вот это падший джедай, вот этот ситх, да, ученица, она сражается вот с Сабин несколько раз. Вот, у нее тоже там своя арка. Ну, не очень интересно, если честно. Ну, вот, как будто в этом нету какой-то вот смысла какого-то нет. Вот, и что? И что? Вот, и ты все эти серии смотришь, и что? Нам даже в трейлерах показали, что Траун вернется. А какой смысл нам вообще ждать? Вот, появится он, не появится, смогут они его найти. Может быть, там все умерли уже давно в этой, куда они там переместились вместе с Эзрой. Нет? Здесь это не так. Тут мы изначально это знали, и поэтому мы 5 серий, 4-5 серий, да, я уже точно не помню, ходим и пытаемся узнать, есть ли Траун, и пытаемся отправиться к нему и его остановить. Вот, и найти Эзру. Вот так. На это тратится больше половины сезона. А зачем? А зачем? А зачем? Ну вот просто, а зачем? Ну вот, потому что так надо. Хотя, если бы, например, сделать, ну, даже хорошо, если там будет еще второй сезон, еще 8 серий, ну, сократить его вот эти 8, хотя бы, ну, я не знаю, до 6.
чтобы, например, первые 2 серии объединить в одну, третью с четвертой. Ну, как-то можно придумать, да, что-то сделать, как-то изменить сценарий, чуть-чуть подсократить, чтобы это смотрелось более-менее адекватно. Но нет. Мы будем тянуть эту вот, тянуть, вот, где этот Траун, давайте за ним отправимся, попробуем найти, вот им всем мешают, не могут они никак его найти. В итоге они отправляются в эту далекую-далекую и находят его. Ух ты! И за 2 серии, слава богу, они хотя бы в этом сериале не победили. Это было бы еще лучше. Но в целом, вот даже драма с тем, вот, Траун вернулся. Все, империя, вот, воин этот храброй империи возвращается. Сейчас будет всем разнос, да? Но этого не будет, потому что мы уже знаем, что в сиквелах это вообще никак не упоминалось. И Трауна там не было. Значит, скорее всего, он проиграл. Так какой вообще интерес в этом? Какой? Как будто вот... Я не знаю. Это просто никакого интереса нет. И вот оно накладывается так. Многослойность, безинтересность. А какой смысл это смотреть, я вообще не понимаю. Потому что любимые персонажи, многими любимые персонажи здесь просто идут нафиг. Просто идут вот куда подальше, потому что это не они, это их блеклые копии, которые, ну, слегка похожи, внешность у них тоже очень смешная, потому что грим зачастую, ну, во-первых, палится, что это просто актер в гриме, ну, понятно, что это, потому что это буквально актер в гриме, но тем не менее выполнено, ну, как-то чуть колхозненько, как будто просто косплееры, и в целом, ну, как-то вот все это выглядит, как будто в это не вкладывали ни денег, ни душу, ничего. Просто наоборот хотели получить с этого денег. Вот и все. И это касается всего, даже вот бои, которые в приквелах были, ну, крутые. С сиквелов ничего не изменилось. Хореография как была, вот это вот медленно, так и осталось. В этом плане никаких позитивных подвижек нет, хотя там в середине сезона есть хорошая дуэль и еще хорошая дуэль между Асокой и Энакином. Вот, это мне понравилось. И вот в лесу они когда дрались с джедаями падшими. Вот джедаи и вот эти падшие ситхи, да, ситхи падшие джедаи. Вот. И некоторые полеты мне еще понравились. Но в целом, не знаю, все говорят, как будто это что-то вот... Это единственный плюс. И то вот не чувствуется ничего. Вот они летают, ну, красиво. Ну, а смысл в этом какой? Вообще, иногда складывалось впечатление, как будто это какая-то игра. То есть мы выполнили квест, пошли дальше. Нам дали квест, мы выполнили квест, пошли дальше. Дали квест, пошли дальше. Вот. И дальше же мини-босс, и до главного босса, до Трауна мы, к сожалению, не добрались. Сезон заканчивается клиффхенгером. Эзра и Асока меняются местами, и теперь Асока заточена там, а Эзра вернулся сюда, в нашу галактику. Вот. И, по сути, никакого импакта от этого вообще не ощущается. Ты просто смотришь на какую-то подделку, типа продолжения повстанцев. Ничего качественного из себя не представляет. Вот и все. А еще в сериале много, ну, достаточно много неуместного вот этого диснеевского звездно-войнического юмора, который вообще не идет к лицу этому сериалу. Вроде тут какой-то эпос начинается, а потом там юмореска такая хи-хи, га-га. Ну вот. И еще, что мне не понравилось, вот тоже, то, что тут экспозиция проговаривается, которая была в «Повстанцах». То есть нам как бы, если вы смотрели «Повстанцев», то вы все знаете. И вам это слушать не особо интересно. Но если вы не смотрели, для вас 10 раз пережуют, кто это, кто кому приходится вот этим, кто кто кому кто. Вот. Интересно ли это смотреть фанату, который смотрел «Повстанцев»? Нет. Интересно ли это смотреть тому, кто не смотрел «Повстанцев»? Ну, так себе. Потому что это просто говорящие головы, которые говорят экспозицию. Спасибо вам за просмотр, друзья. Играйте в хорошие игры, смотрите хорошее кино. И да пребудет с вами сила. Пока.